Продолжаю проводить ремонтные работы в маленьком домике из бруса. Напомню, что этот домик не предназначен для постоянного проживания людей. По этой причине я стараюсь, насколько это возможно, снизить затраты на используемые материалы. На этом этапе мне необходимо обшить угол гипсокартоном, наклеить кафель, сделать освещение и установить пару розеток. Начинаю с монтажа каркаса под гипсокартон. И это тот самый случай, когда экономить на материале я не рекомендую. Обращайте внимание на жесткость направляющих, а не на их цену. Сейчас вы можете видеть мой метод сборки угла. Мой метод не в смысле того, что я его изобрел, а в смысле того, что я его использую. Уверен в том, что этот метод много кто применяет. Также уверен в том, что это не единственно правильный метод, и кто-то это делает по-своему. Но в любом случае я покажу, как это делаю я, и может быть кто-нибудь что-нибудь подчеркнет. Каркас закончил, и теперь, пока не прикрепил гипсокартон, необходимо произвести монтаж электропроводки. Да, я не использую гофру. Почему? Расчет нагрузки, частота использования, целесообразность и, конечно же, экономия. Вдаваться во все причины и в подробности моего решения я не буду. В данном случае это под мою ответственность.
До монтажа гипсокартона необходимо также сделать закладные, если в этом месте планируете крепить подвесные шкафчики, ну или что-то еще. И после всех предварительных работ перехожу к монтажу гипсокартона. По технологии для обшивки стен должен использоваться гипсокартон толщиной 12 мм. Но здесь я решил использовать 9-мм листы. У меня уже был опыт использования 9-мм гипсокартона в обшивке стен, поэтому и на этом проекте я применил это решение. Под гипсокартон я подкладываю тонкие прокладки для того, чтобы между полом и листом остался небольшой зазор. Опять же, сейчас в подробности вдаваться не буду, но в деревянных домах я настоятельно рекомендую оставлять подобный зазор и снизу, и сверху. Может быть, когда-нибудь я сниму видео об особенностях монтажа гипсокартона, в частности об особенностях монтажа в деревянных домах, о моей нелюбви к этому отделочному материалу, об абсолютной безграмотности применения гипсокартона у нас в стране. На самом деле много что есть рассказать, но сейчас не об этом. На эту тему нужно делать отдельный материал, посвященный именно гипсокартону. Закончил монтаж гипсокартона, теперь перехожу к электрике. Сейчас я вырезаю отверстие для распред коробок. Для этого использую сверло и пилку по металлу.
Электрический кабель между собой я соединяю с помощью клеммников ВАГа. Знаю, что весь мир разделен на две половины – на сторонников ВАГа и противников ВАГа. Но вы поняли, к какой половине отношусь я. А если серьезно, я на собственном опыте убедился в надежности этого соединения. Уверенно приближаюсь к окончанию работ. Осталось наклеить кафельную плитку. Плитку для этого проекта я не покупал, собрал все остатки, которые у меня остались с разных ремонтов. В итоге я здесь применил плитку 4 разных видов. И чего я не ожидал, получилось довольно симпатично. Сейчас мне предстоит поставить сюда 2 розетки. И, соответственно, надо сделать 2 отверстия для подрозетников. Подрозетники буду делать в кафеле. Вот такой коронкой. Давно ее купил. Первый раз сейчас буду пробовать. Не знаю, что получится. Ну, проверим, что из себя это представляет коронка от фирмы КВБ. Якобы немецкая. Итак, первое отверстие. Ну, неплохо. Отверстие номер 2. Для тех, кто не в курсе, расстояние между центрами отверстий 71 мм. Поехали. Вполне себе достойно. Клей еще не высох. Когда гипсокартон остался.
Мне понравилось. Не знаю, как много отверстий она сможет сделать, но первые в своей жизни 2 отверстия она достойно сделала. Устанавливаю розетки, и на этом работы в этом домике закончены. Не могу пока сказать, вернусь ли я когда-нибудь к этому проекту. Так-то здесь много чего еще надо делать, но на данном этапе работы на этом объекте я заканчиваю. На этом все.